Всем привет! В этом ролике расскажу о моддинге настенного громкоговорителя времен СССР. У бабушки моей был настенный громкоговоритель, и по нашим общим воспоминаниям приносил массу приятных впечатлений вместе со Ставропольским солнцем, бабушкиными блинами и прочими радостями школьных каникул. Удалось установить, что радиоточка называлась «Мир» и производилась Ленинградским заводом радиоизделий примерно в 1958-1963 годах. Наш экземпляр очень плохо отнесся к перемене климата со Ставропольского на Подмосковный. Да и полежал на балконе, хоть и крытым, но и, видимо, недостаточно сухом. Поэтому сначала восстанавливался корпус, расслоившиеся листы шпона были проклеены, шпаклевка, шкурка, снова шпаклевка, затем подбиралась краска под цвет и техника нанесения. Затем, собственно, была составлена схема. Идея в том, чтобы имитировать работу радиоточки. То есть включаешь приемник, и он выбирает программу передач, заложенных на этот день, на флешке. На следующий день, если мы включим, передачи будут другие. Для этого использовался микроконтроллер Arduino, который должен быть управлять проигрыванием, модуль времени с батареечкой, сам плеер, и написана небольшая программка с использованием на основе готовых прототипов. Вот потом была отладка. Чтобы эти модули вместе скрепить все аккуратно, в корпусе был подготовлен специальный крепеж такой из пластика, отфрезерован. Попозже он будет виден. Это модуль времени. Это усилитель. Вот это MP3 плеер. Ну это сейчас фрезеровка блока, который должен скреплять вместе основу MP3 плеера, контроллера и модуля времени. Вот этот модуль виден стрелками. Все они там. Затем была выточена ось для ручки громкости. Из алюминия. Вот. Подготовлена, спроектирована была задняя панель и целиком отфрезерована на станке ЧПУ. Затем был найден материал для динамика, так как старый совершенно негодный стал. Вот, радиоткань. Ну и потом, собственно, была создана программа передач по дням. Вот. Часть из них получена с YouTube, часть сайтов любителей, которые собрали массу разных радиопередач и спектаклей в радиопостановках. Очень супер там. Часть передач шли со Ставропольской станции, часть со Союзного радио. Ну вот. Я бы дал ему шанс остановиться. Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром. Утром, дорогие друзья. Прозвучал радиоспектакль, созданный по рассказу Артура Конан Дойля «Медные буквы». В спектакле принимали участие артисты Аристарх Ливанов, Борис Иванов, Лариса Наумкина, Александр Быков, Татьяна Шатилова. Артисты Московских театров. Режиссер Юрий Богданов,
Музыкальное оформление Юрия Моисеева. Звукорежиссер. Было холодное утро, начало весны. Покончив с завтраком, мы с Холмсом сидели возле ярко пылавшего камина в нашей квартире на Бейкер-стрит. Густой туман повис